Привет! Я в Стамбуле, самом большом городе Европы. И здесь же находится самая большая киберспортивная студия. Студия, в которой каждые выходные играются игры турецкой лиги. Я не смогла рассказать все сразу на месте, поэтому продолжу отсюда. Стамбул – огромнейший город. Если вы приехали сюда как турист, вам логично поселиться в его европейской части. Здесь сосредоточены основные достопримечательности. Студия же находится в западной части города, в деловом районе Аташехир. Я в Стамбуле уже была, поэтому решила поселиться поближе к студии. Это не помогло, дорога к студии у меня заняла почти час. Просто с улицы студию не видно. Мне пришлось немножко побродить вокруг точки, отмеченной на Google картах, чтобы убедиться, что я вообще пришла туда, куда надо. Кстати, построили студию относительно недавно. Первые игры здесь прошли только в начале 2019 года. На входе каждому посетителю ставят печать на руку, так что можно свободно передвигаться и не показывать каждый раз при входе билет. А также дают небольшой подарочный набор. Довольно стандартно. Вход на Севир на турецкий сервер, браслетик, как на LAC, и ланьярд. Магазин тут не очень интересный. Да, здесь много мерча команд, но в остальном выбор довольно скромный. В общем зале уже интереснее. Ну, во-первых, тут стоит шикарная статуя Райза, которую, кажется, привезли из Лос-Анджелеса. Во-вторых, тут обязательно нужно сфотографироваться. Здесь есть много всяких штук для эффектных фотографий и рамка с указанием ролей. Кстати, эти орудия, они не такие, как в Берлине. Они намного тяжелее, плотнее и, в общем, такой штукой по голове я получить бы не хотела. Еще здесь можно сыграть 1 на 1 на карте Арам со своим другом. Мой друг держит камеру, так что я просто посмотрю. Тут же стоит планшет. Можно подойти и оценить, насколько вам понравилось посещение студии. А еще тут можно оформить какую-то особенную геймерскую симку от оператора Vodafone, который является спонсором лиги. Еду в самой арене не купить. У торгового центра есть свой фудкорт, скромный и без свинины. Арена вмещает в себя до 1000 человек.
На обычных выходных приходит порядка 200 посетителей. В выходные, когда проходят напряженные игры, количество посетителей может доходить до 800 человек. Сейчас народу не очень много. И тут Турция получает свой заслуженный плюсик в сравнении с теми студиями, где я уже была. Кресла здесь как в лучших кинотеатрах, очень удобные. Билеты тут, как обычно, не привязаны к местам. Кто успел, тот и сел. Кстати, забавно, иногда кастеры выходят к игрокам, садятся на случайное место, просто посидеть рядом, поболтать. Комментаторы, в отличие от Берлина и Лос-Анджелеса, здесь находятся отдельно от зрителей. У них есть своя комнатка, ее видно из зала. А вот аналитики находятся прямо здесь. После завершения всех игр можно пройти в специальную зону, где можно сфотографироваться с командами, которые сегодня играли, а также с кастерами, аналитиками и ведущими. В целом, это был довольно интересный опыт. Турецкая студия отличается от тех студий, в которых я была до сих пор, как минимум количеством мест. А еще я должна сказать, что есть очень дружелюбные сотрудники. Ко мне постоянно подходили, разговаривали, задавали вопросы, предлагали свою помощь, в конце концов, постоянно мне улыбались. А Джон, сотрудник студии, который нас встретил, даже провел нам небольшую экскурсию по бэкстейджу. Так что мне снова удалось увидеть места, куда не попадают обычные зрители. Например, комнатку комментаторов. Обычные посетители студии видят только их спины сквозь стекло в зрительном зале. А я побывала, собственно, в самой комнатке. Еще мы увидели место, где кушают игроки в перерывах между играми. Ничего интересного, конечно, но вот фотография. Еще нам показали комнаты, в которых тренеры и игроки сидят перед играми и обсуждают стратегии или разбирают ошибки. В общем, мне здесь понравилось. А если вам понравилось мое видео, то ставьте лайки. Не знаю зачем, но мне будет приятно.